Что на самом деле произошло за кулисами фильма «Coca-Cola Zero», который совершенно измотал Тэхёна? Почему голос Чонгука слегка дрожал, когда он говорил об этом? И почему армии по всему миру теперь завалены сообщениями в социальных сетях вроде «Пожалуйста, отдохните, Тэхён и Чонгук, спасибо, что высказались». В тихих словах Чонгука скрыта тайна, истина, которая раскрывает, насколько сильно участники BTS заботятся друг о друге. Даже когда камеры выключены и свет гаснет, проект Coca-Cola мог показаться сторонним наблюдателям очередной гламурной съемкой, но для тех, кто по-настоящему следит за творчеством BTS, он стал чем-то гораздо большим – историей о самоотверженности, истощении и эмоциональной цене совершенства. Все началось, когда Чонгук во время непринужденного живого общения после мирового релиза фильма «Coca-Cola Zero» внезапно упомянул имя Тэхёна. Этот момент был коротким, почти незаметным, но выражение его лица, смесь гордости и беспокойства, мгновенно привлекло внимание поклонников. Он тихо сказал: «Тэхён молодец. Он так усердно работал во время съемок, возможно, даже слишком усердно. Он был измотан после». Эта фраза потрясла интернет. Армии по всему миру застыли в недоумении. Что Чонгук имел в виду под «слишком усердно»? Скрывал ли Тэхён, как сильно он боролся во время проекта? Насколько серьезным было его истощение? И почему голос Чонгука звучал так, будто он что-то скрывает? За этими несколькими словами скрывается более глубокая, эмоциональная история, которую фанаты только начинают постигать. Когда впервые анонсировали фильм «Coca-Cola Zero», фанаты возликовали. Увидеть имя Тэхёна в списке актеров было настоящим праздником. Его харизма, элегантность и эмоциональность идеально соответствовали глобальному имиджу бренда. С первого тизера фанаты поняли, что это будет что-то особенное. Каждый взгляд, каждое движение Тэхёна в фильме были магнетическими, воплощая одновременно силу и уязвимость. Однако за этой непринужденной красотой скрывалась та сторона Тэхёна, которую камеры так и не уловили, та, которую Чонгук увидел вблизи. В дни, предшествовавшие съемкам, несколько членов съемочной группы, как сообщается, заметили, что Тэхён оставался на площадке дольше остальных. Один анонимный инсайдер рассказал, что Тэхён часто оставался даже после окончания съемок. Он хотел просмотреть отснятый материал, отточить каждую деталь, выражение лица, ритм, интонацию. Он почти не делал перерывов. Поначалу съемочная группа была впечатлена его профессионализмом, но по мере того, как часы тянулись до поздней ночи, восхищение сменилось беспокойством. Стремился ли он к совершенству, или им двигало что-то другое? Чонгук, который также присутствовал на съемочной площадке в качестве координатора промоушена, сразу это заметил. Между ними всегда была тихая связь, та, которая не нуждается в словах. Позже Чонгук признался, что пытался уговорить Тэхёна отдохнуть. Он сказал ему: «Хён, все уже отлично, тебе не нужно так стараться», — сказал Чонгук с тихим смехом. Но Тэхён лишь улыбнулся и сказал, что хочет сделать все идеально для всех зрителей. Эти слова разбили сердца армии. Они напомнили поклонникам о тех временах, когда Тэхён ставил свое искусство выше здоровья, о длинных ночах, проведенных за репетицией хореографии, о бессонных часах записи вокалов, о самоотверженности, которая одновременно вдохновляет и беспокоит тех, кто его любит больше всего. Согласно закулисным сообщениям, в тот же период Тэхён занимался множеством дел, включая брендовые кампании, вокальные репетиции и подготовку к следующему крупному проекту BTS в США. Он постоянно переезжал с места на место, давая интервью и меняя часовые пояса. Инсайдеры отметили, что иногда между дублями он казался тихим и замкнутым, время от времени закрывая глаза, чтобы сосредоточиться. Но когда камера включалась, он мгновенно преображался, его энергия возвращалась к жизни, словно усталости и не существовало. Это преображение поразило всех, но Чонгуку было больно на него смотреть. Во время общения после релиза Чонгук несколько раз замолкал, говоря о Тэхёне. Он опустил взгляд, вздохнул и продолжил. Он действительно выложился по полной. Я был горд им, но видел, что он устал. После окончания съемок он какое-то время просто сидел, не говоря ни слова. Эти простые слова «он просто сидел» обрушились на армию словно волна.
Образ Тэхёна, сидящего молча после выступления, рисовал щемящую картину. Дело было не только в усталости. Речь шла об эмоциональном бремени, связанном с желанием оправдать ожидания всех, включая его собственные. Социальные сети тут же взрывались домыслами. Фанаты начали анализировать все возможные подсказки в закулисных фотографиях и в интервью. Некоторые заметили, что улыбка Тэхёна на финальной пресс-сессии выглядела немного сдержанной, как он слегка откинулся на стуле, чтобы экономить энергию. Другие отметили пристальный взгляд Чонгука на Тэхёна во время итогового мероприятия группы. То, как его глаза, казалось, следили за ним, выражая заботу и беспокойство. Было ли признание Чонгука мягким предупреждением фанатам, чтобы они поняли, как усердно Тэхён работает за кулисами? Или это было послание самому Тэхёну, братское напоминание о том, что даже самым сильным нужен отдых? Сам фильм «Кока-кола», прекрасно снятый и визуально завораживающий, стал мировой сенсацией. Однако история, стоящая за ним, непоколебимая решимость Тэхёна и молчаливая забота Чонгука, стала предметом отдельного разговора. Как написал один из фанатов в социальных сетях, Тэхён показал нам совершенство на экране, но Чонгук открыл нам правду, стоящую за ним. Эта правда с тех пор стала предметом обсуждения среди ARMY, а хэштеги Rest Well Taehyun, John Cook Protects Taehyun и Behind the Cock Film циркулируют в X, ранее Twitter, TikTok и YouTube. Поклонники начали собирать воедино подсказки из каждого момента, интервью, постов и языка тела, пытаясь глубже понять, что на самом деле увидел Чонгук в тот день. И то, что он сказал дальше, лишь усугубило загадку. Думаю, люди не понимают, насколько Тэхён стремится создать что-то прекрасное. Он всегда таким был. Ради фанатов он готов превзойти себя. Я говорил ему, что ему больше не нужно этого делать, но он все равно делает. Это заявление потрясло фанатов до глубины души. Что Чонгук имел в виду, говоря «он все еще делает»? Имелось в виду, что истощение Тэхёна не было чем-то новым, что такой уровень перенапряжения уже давно не проявляется в его присутствии, и если да, то как долго Чонгук молча наблюдает за ним? Для ARMY, которые следили за BTS годами, это откровение стало глубоко личным. Они вспоминали бесчисленные моменты из прошлого, репетиции, концерты и записи, когда Тэхён улыбался, даже когда ему явно было тяжело. Таким образом, проект Кока-кола был не просто очередной рекламой, он стал окном в мир самоотверженности, который определяет мастерство Тэхёна и эмпатию Чонгука. Что делает этот момент еще более трогательным? Это момент. Всего за несколько дней до выхода фильма Тэхён опубликовал серию фотографий, на которых он сияет улыбкой, держа бутылку Кока-колы под солнцем. Поклонники решили, что все было беззаботно, но теперь, пересматривая эти фотографии и вспоминая слова Чонгука, ARMY заметили то, чего не замечали раньше – легкую усталость в его глазах, мягкую неподвижность в его позе, словно его тело тихо просило об отдыхе, а сердце отказывалось останавливаться. И все же, даже несмотря на это истощение, фильм получился прекрасным. Один из участников съемочной группы описал выступление Тэхёна как завораживающее и трансцендентное. Другой член съемочной группы добавил, его самообладание, грация и эмоциональность притягивали всех. Он был спокоен, но его присутствие заполняло комнату. Даже когда мы уставали, глядя на него, мы забывали об этом. Вот какая у него энергия. Но Чонгук увидел нечто за гламуром, нечто, что не мог увидеть мир. Он не стал вдаваться в подробности, возможно, из уважения к личной жизни Тэхёна, но ARMY уловили эмоции в его тоне. «Я просто надеюсь, что он будет больше отдыхать», — тихо сказал Чонгук. «Он заслуживает того, чтобы наслаждаться тем, ради чего трудился». Эти последние слова эхом разнеслись по фан-сообществам. Их производили в бесчисленных клипах и переводили на десятки языков. Это был не просто комментарий, это было признание в заботе, момент уязвимости, который напомнил фанатам о нерушимой связи BTS. Тем не менее, остается один вопрос. Что на самом деле произошло после окончания съемок, что так взволновало Чонгука, когда он вспоминал об этом? Произошло ли что-то, чего фанаты так и не увидели? Момент, показавший, насколько усердно Тэхён себя перегружал. Чтобы раскрыть это, мы проследим за последними часами съемок Кока-кола и тем, что последовало сразу после этого. Когда камера остановилась и реальность вернулась, что сказал Чонгук в тот момент? Никто точно не знает, но один из членов съемочной группы вспомнил, что видел, как Тэхён слегка улыбнулся после съемок, кивнул и сделал глубокий вдох. Это был короткий обмен репликами, но в нем чувствовалась забота и понимание.
Позже, тем же вечером, когда актеры и съемочная группа собрались на праздничный ужин, Тэхён был заметно спокоен. Он был вежлив и жизнерадостный, но тише обычного. Один из присутствующих рассказал: он поздравил всех, сказал, что благодарен, но видно было, что он выжат как лимон. Чонгук был рядом большую часть вечера. Тогда фанаты ничего этого не знали. Все, что они увидели, это финальный продукт, ослепительный фильм, демонстрирующий элегантность, шарм и безупречный профессионализм Тэхёна. Но за этой красотой скрывался момент тихой хрупкости, который Чонгук не мог игнорировать. Когда Чонгук позже в прямом эфире не упомянул, что Тэхён хорошо выступил, но перестарался, это было не просто мимолетное замечание, это было отражением того самого момента, воспоминание, запечатленное в его сердце. Переживание в его голосе говорило о том, как глубоко эта сцена повлияла на него.